Доброго просмотра поклонникам турецкого мыльного раствора под названием Зимородок. Вы на канале Трейлер в шортах, а значит вышла новая серия второго сезона. 21 серия начинается с небольшой, но нервной погони. Ферит вместе с Сейран и Пырыл, запрыгнув в свой немецкий катафалк, довольно быстро догоняет банду Сертера, похитившую Пелин. Все происходит как в старой песне: у меня есть джип, обгоняю, подрезаю. Непонятно, для чего Сертер собрал такую кучу народу. Все выскакивают из машин, кто-то даже хватается за пистолеты, но вопреки моим ожиданиям, на глазах у всех соучастников похищения беременной женщины Ферит лупит Сертера по лицу. И все. Из последующего диалога выясняется, что есть еще один кандидат на отцовство. Ферит впадает в расстройство, но, видимо, наконец поняв, что дети в этом мире могут быть не только от него, тоже начинает настаивать на проведении теста. Бедняжка Пелин, сообразив, в какой попало переплет, начинает оказывать сопротивление, хвататься за живот и печально гримасничать. Наверное, установление отцовства обязательно случилось бы, не вмешайся в базар вездесущая Сейран. Мудро раскидав озадаченным мужикам, что вопросы не решаются насилием, жена Ферита вместе с Пырыл погрузили Пелин в такси и тупо увезли. Папаши, развесившие свои уши, поворчав для приличия друг на друга, тоже разъехались в разные стороны. Покинув мужиков, три девицы зависают в кафе, куда чуть позже приезжает Ферит. Тут он узнает от Сейран, что папаша Казым забирает заявление на Архана. После Ферит начинает задавать Пелин глупые вопросы в жанре «был ли секс с Сертером?». Судя по всему, в Турции беременность происходит еще и воздушно-капельным путем, или Ферит окончательно отупел, задавая такие вопросы. Но хитрушка Пелин стоит на своем, утверждая, что у нее с Сертером ничего не было, а его одержимость идеей отцовства объясняет тем, что у парня сорвало крышу на почве повышенного давления семенной жидкости. Для приличия, угрожая держать все под контролем, Ферит, забрав Сейран, уезжает из кафе. Далее видеомонтажер переносит нас в особняк Карханов, где Суна продолжает ловить жесткие флешбеки после похода к Елене Голуновой, финалистке второго сезона битвы экстрасенсов. Кажется, у девахи по-настоящему начала дымиться крыша, и скоро у Никят появится соседка по палате. Одержимая воспоминаниями о пьяном поцелуе с Феритом, Суна приходит в его комнату, где выхватывает мощнейший глюк, в котором видит себя беременную в качестве жены Ферита. Немного оклемавшись, Суна выбегает на балкон и начинает каяться и просить у Бога прощения за свои походы по ведьмам. Тем временем Ферит, окрыленный обещаниями Сейран о том, что Казым заберет заявление, отправляется в участок в надежде забрать папашу домой. Но снова над ним небо клеткой накрылось, и черный опять подкатил воронок. В участке Ферит узнает, что заявление никто забирать пока не собирается, а прокурор постановил отправить Архана в тюрягу. Сейран, приехав в новый дом родителей, сразу же заводит разговор с отцом о заявлении на Архана. Но, как показывает жизнь, люди очень редко меняются, а такой старый калач, как Казым, и подавно не подлежит никаким переменам. Дав понять дочери, что с заявлением он никуда не торопится, Казым достал старый проигрыватель и поставил потертую пластинку с песней о новом замужестве Сейран. Как мы помним из предыдущей серии, Казым вызвал из Антепа криминального авторитета Инюкеша, у которого, разумеется, есть неженатый племянник. Услышав это, папаня Сейран сразу же завел базар со своим земляком из Антепа о том, что неплохо было бы породниться. Надо отдать должное Казыму. У мужика открылся дар предпринимательства, если учесть то, сколько раз он уже выдавал замуж своих дочерей. По итогу договор Сейран с хитрым отцом закончился внесением новых условий, по которым, похоже, придется еще и выйти замуж, чтобы Архана все-таки освободили. А тем временем Сейран названивает Ферит с новостями о том, что Архан поехал на тюрьму греть новые нары. Сейран в ответ зачем-то говорит, что
что Казым вот-вот перетрет с адвокатом и заявление в ближайшее время заберут. Ферит понимает, что ловить тут особо нечего и принимает логичное и единственное для себя решение ехать к всемогущему деду, чтобы уломать его порешать этот сложный жизненный ребус. Но старик Халис, уже осведомленный о том, что Архан переехал на новое место жительства, говорит внуку о том, что не мешало бы ему уже заняться работой, вместо того, чтобы раскатывать туда-сюда и впустую сжечь бензин, который так сильно подорожал в последнее время. Вечером Сейран приходит к отцу и случайно подслушивает его разговор с Нюкешем о том, что Архан, скорее всего, живым из тюряги не выйдет. Сейран заявляет отцу, что принимает его условия о замужестве в обмен на освобождение Архана. Тем временем Пелин встречается в парке с Сертером для выяснения отношений, но разговор о том, с чьим ребенком носится Пелин, прерывается Феритом, который благодаря слежке был мгновенно уведомлен о том, где и с кем шляется Пило. Примчавшись в парк, Ферит снова хлещет по лицу Сертера. Мои надежды на жесткий махач в очередной раз рушатся, когда я вижу, что многочисленная братва Сертера снова не принимает никаких мер, при том, что с Феритом, кроме Абедина, никого нет. В очередной раз возникает вопрос, зачем Сертер таскает с собой всю эту массовку? Ну да ладно. Покричав немного, Ферит уводит Пелин, не внимая просьбам Сертера решить уже этот вопрос с отцовством. Даже несмотря на его доводы о том, как умело Пелин умеет вешать лапшу на уши мужикам, Ферит все равно уходит, а Сертер принимает решение идти к шейх Музу. Суна, которая окончательно запуталась в своих жизненных идеях и планах, в разговоре с мужем приходит к выводу, что живут они тухловато. Нет кайфа и радости от вкуса жизни. Их союз, заключенный ради достижения власти в особняке, ни к чему не привел. Своими действиями парочка ничего, кроме нервных расстройств, не достигла. Выслушав жену, Кая предлагает довольно разумный вариант смотаться в Лондон, потому как в особняке, кроме психозов, ловить особо-то и нечего. Но потерявшаяся Суна отвергает такой путь. В небольшом эпизоде мы снова встречаемся с Неврой, у которой тоже происходит кризис. Отсутствие сексуального партнера, деньги, отданные Фериту, который, просто передав колье в знак благодарности, тупо пропал. Все это очень сильно испортило настроение Невры, и она принимает решение испортить Фериту жизнь, воздействуя на его семью, ради которой он и пропал из поля зрения одинокой и голодной девицы. У Архана дела тоже складываются не очень. Не успев заехать в хату, чувак влипает в историю. Сокамерники, устроив в камере побоище, подкидывают Архану нож, обнаружив который, охрана тюрьмы решает, что это он устроил драку, и отправляет терпилу в карцер. Ну а Сертер, не откладывая дела в долгий ящик, заявляется в гости к шейх Музу и посвящает его в историю с неопределившимся никак отцовством. Такие новости вызывают у шейх Муза приступ ярости, и не найдя больше никого крайнего, он принимает решение запереть Зерин в комнате и отобрать у нее все гаджеты, чтобы сестрица подумала над своим поведением. А Сертеру он предлагает ехать вместе к Халису, чтобы при помощи последнего уже как-то распутать этот клубок разврата, который запутала Пелин. Ферит с Гюльгюн приезжают к Архану на свиданку, и здесь выясняется, что папаня действительно влип в новую историю, и ему шьют дело с ножевым ранением. Путем логических заключений и подсказки Абедина о том, что в больнице терлись какие-то пацаны, Ферит приходит к выводу, что Архана подставляет кто-то из окружения Казыма. Он решается поговорить с Сейран, но Гюльгюн не может дозвониться до нее, ведь Сейран тем временем, выполняя условия старого сводника Казыма, отправилась на свидание с племешом антеповского авторитета. Гюльгюн под предлогом жизни и смерти узнает у Эджле, подруги Сейран, локацию, где зависает Сейран. Этим же временем шейх Муз, прихватив жену и Сертера, приезжает в особняк Карханов. Пелин, увидев в окно гостей, усугубляет свое и без того ужасное состояние и начинает крошить мебель в приступе бешенства. Халис, услышав новости так же, как и днем ранее шейх
их муж приходит в ярость и требует привести Пилин. Бедняжка Пилин, куда уже только не стаскали эту деваху за последнее время. После того, как ее полумертвую притащили из комнаты на суд Халиса, старик, не обращая внимания на бледнющее лицо Пилин, выставляет условие провести тест на отцовство. В этот момент приходит беда, ибо невозможно беременной так долго находиться в таком жестком стрессе. Пилин начинает жутко орать и загибаться. Похоже, дело идет к выкидышу. Тем временем довольно забавно разворачивается ситуация со свиданием Сейран. Увидев не очень приятного на вид водителя и приняв его за Акына, с которым должно произойти свидание, Сейран решается срулить из кафехи. Возле туалета она снова сталкивается с чуваком, с которым столкнулась в поликлинике. Разумеется, это он оказывается Акыном, но Сейран не знает об этом и просит его помочь смотаться из ресторана. Выйдя на улицу, парочка едва разобралась, кто есть кто, и тут как тут прикатил Ферит. На традиционный в таких случаях вопрос Сейран залечивает мужу что-то про друга из института, но беседа прерывается звонком Латифа с новостями о преждевременных родах. Ферита жестко накрывает, поэтому за руль садится Акын. И троица двигает в поликлинику. Серия заканчивается словами врача о том, что все очень печально и придется выбирать между мамой и ребенком. Вот к чему привело бесконечное дерганье беременной Пилин из стороны в сторону и ее собственное сопротивление ситуации. И даже перед Халисом она до последнего момента пыталась убедить всех, что у нее с Сертером ничего не было, а на тест она не соглашается только потому, что не хочет позорной огласки. Трудно предполагать, какое развитие получит эта история. Можете написать, дорогие зрители и слушатели, ваши варианты. Спасибо большое всем, кто смотрит и досматривает мои обзоры, пишет комменты и ставит лайки. Это очень сильно мотивирует на дальнейшую работу. Вы были на канале Трейлер в шортах. Большое спасибо. До новых встреч.